Доброй ночи. Приземлились мы в Иране, в Тегеране даже. К сожалению, был очень короткий путь. Из Дагестана буквально 1,5 часа, и мы приземлились. Помимо охотничьей миссии у нас еще есть православная миссия нашей жизни. Мы везем 4 подсвечника, везем большую коробку свечей. В Тегеране есть русская православная церковь. И у нас есть чан водосвятный. В общем, очень надеемся, что Господь оправит, и мы сейчас быстренько пройдем, и не будет проблем у нас. Растамаживаемся, получаем оружие и, в общем, сразу же машины и переезжаем на место охоты. Это еще порядка 7 часов. Даст Бог, доберемся и сразу на охоту сюда. В общем, Тегеран. По непонятным причинам Дениса и его оператора задерживают на час перед таможенным контролем. Вообще нормально. На общую ленту с багажом выгрузили патроны, оружие. Дикий народ, жуткие нравы. Один час. Я хочу вернуться. Я реально хочу вернуться домой. Pleased to meet you again. Hello, how are you? Check your luggage. Готов. Ты готов для подъема на горы? Оружие еще не здесь. Оружие, не знаю, где оружие. Where is my gun? Оружие взял Мустафа и отнес на проверку. Оно внутри. Осталась бумажная волокита, и он принесет ее. Welcome to Iran. Сейчас мы в аэропорту Имам Хумейни, 40 километров от здесь до Тегерана. И давайте сейчас на дорогу. 3 часа у нас есть возможности был в Мехдишар, где находится в провинции Семнан. Давайте в маленький отель, хороший отель, качество есть. И завтра давайте охотиться. Люди невероятной доброты и теплоты, иранские люди. Это удивительные люди. Я где только не был на этой планете, с самым большим теплом и любовью встречают иранские люди. Может быть, это сказываются санкции, может быть, сказываются там какие-то еще обстоятельства, но очень теплые и добрые люди. Всегда приятно возвращаться в эту страну. Приятно нас встречают. Немножко задержали нас на таможне, но не было претензий к государству. Там какая-то ошибка с визами произошла, поэтому нас немножко задержали. Сейчас задача добраться до отеля. Я так понимаю, что спать придется в дороге. Немножко, может быть, поспим, и завтра с утра уже начинаем охотиться. Задача максимально быстро отдохнуть. Ну, мы это умеем. Поэтому поехали. Сколько нам ехать? 3 часа. По пути в провинцию Семнан Денис решает заехать в Тегеран. Он хочет посетить единственную православную церковь святителя Николая Чудотворца в Иране и передать ей церковную утварь, которую он привез из России. Это стена американского посольства, которую в 1979 году захватили. Вот, там 444 дня продержали там заложников. Вот, у них было 44 заложника, 38 здесь и еще несколько человек в МИДе. Так они в МИДе там просидели, а эти здесь. И когда их захватили, там было их больше. А имам Хомейни сказал, говорит, надо разобраться. А там у них было порядка 10 человек морских пехотинцев. В основном, да, в основном негры. И имам Хомейни сказал, говорит, негры – это угнетенная нация, отпустите их. Их отпустили. Вот.
Значит, а остальные сидели в заложниках. Правильно. Сюда перелезли несколько человек, вот этой загородочки сверху еще не было. Сюда перелезли эти студенты, которые там с оружием захватили этих заложников. А тут у нас же прихожанки были. И говорят, что вы залезли сюда? Говорит, мы думали тоже к американцам относятся. Нет, говорит, нет. Ну мы тогда уйдем, откройте нам дверь. А бабушки им говорят, как залезали, так вылезайте. Через стену вылезли и пошли туда. Бабушки наши молодцы. Да. Ну, очень красиво. Русского быть не Я такого еще никогда не видел. Это чисто иранская техника. Айнекари называется. Это стекло или зеркало? Зеркала. Очень красиво. Украшение с зеркалами. Очень красиво. Вот. Единственное, кусочек отвалялся, но время свое берет. А так это их техника. И пришел сюда, когда строился храм, один перс. Это реальная история. Сюда пришел храм. Да, в храм. Говорит, вот я мастер по этому делу, у меня было видение. Я должен это все выложить так, как я умею. Вот. У меня было явление, все, я должен это сделать. Он говорит, хорошо. Он долго трудился, несколько месяцев трудился. Через 3 дня после того, как он это сделал, он умер. Вот так. Я скажу, это невероятная красота. Это реально. Невероятная красота. Такая же техника есть во дворце Гулистан, в Шахском, который вот здесь вот находится в центре города. Резиденция Шаха раньше была. Там недалеко стояла казачья бригада. Вот. Но вот эта техника действительно удивительная. В 1800-х годах до 1900-х годах была духовная миссия в городе Урмие, озеро Урмие, у них соленое озеро здесь есть немножко на севере. Вот. И там была духовная миссия, которая как раз армян обращала в православие. Вот. Вот эти 2 иконы сохранились оттуда. Вот, Архангела Михаила и вот правая икона диакона Стефана. Это оттуда. Вот эта икона, это грузинская. Такие исторические вещи, да? Да. Вот здесь вот можно почитать. 1904 год. Deniz, işunan Deniz, welcome. Mr. Deniz, welcome to Iran. он говорят, добро пожаловать. Провинция Семнан – одна из 31 провинций Ирана, расположенная на севере страны, с одноименным городом Семнан, который населяет более 600 тысяч иранцев. При въезде в соседний город Мехдишехр нас встречает статуя лучника Араш. Согласно иранскому фольклору, граница между Ираном и пришлыми кочевниками Турана была установлена стрелой, пущенной Арашем после того, как он положил свою жизнь в выстрел стрелы. Стремясь заслать стрелу как можно дальше, Араш от напряжения пал на месте стрельбы, обеспечив успех иранцам, вернувшим свои земли, благодаря ему. Стрела пролетела несколько тысяч километров, прежде чем воткнулась в дерево. Имя Араша стало символом жертвоспособности во имя Родины. Поэтические сказания об Араше содержатся в средневековой литературе на фарси и в произведениях современных поэтов Ирана. Статую Араша можно встретить во многих городах Ирана. Денис привез свое ружье Blazer R8 с ДТК, что звучит в народе как банка, которая снижает отдачу и уменьшает подброс ствола оружия, оставляя его на линии прицеливания, позволяя в случае подранка быстро найти цель и добрать ее. Прицел Swarovski DC-2, который помогает охотнику быстро рассчитывать баллистику выстрела, а также контролировать углы положения оружия. You have bullets?
Денис использует патроны калибра 338. Данный калибр позволяет производить выстрел на дальнюю дистанцию с сохранением достаточной энергии для гарантированного поражения животного. Доброе утро. Сегодня первый день охоты в Иране. Ночью прилетели, чуть-чуть поспали совсем немножко. Ну, в общем, к охоте готовы, как обычно. На улице очень сейчас тепло. Кажется, что даже жарко, но мы сейчас на гору поднимемся, там уже будет мороз и холодно. В общем, первый день, первый баран. Начинаем. Поехали. Немного поспав с дороги, группа выдвигается на пристрелку оружия. Оружие пристреливалось перед вылетом из России. После перелета могут появиться погрешности при выстреле. Группа направляется в специально отведенное место за городом для проведения безопасной пристрелки. Все, приехали, сейчас пристреляемся. Как далеко вы хотите стрелять? 100, 200 метров. Давай 100. При первых двух выстрелах мы уже видим проблему. Все пули уходят левее мишени. Ну, и начинается. Позавчера пристреливали, все четко летело дома. Сейчас прямо лево. 4 пули и все влево. Очень далеко. Сантиметров 5-6. Кучно, но влево. Да. Last. It's last? Yeah. Not first? Это first. Да. First shoot always, Yeah. always not correct. Нужно right, правильно? Смена геопозиции, другое магнитное поле, разность давления, влажность, температура, залежи различных ископаемых в земле. Все это может повлиять на точность выстрела. После регулировки прицела охотник вновь стреляет на 100 метров. Теперь пуля уходит правее. Little bit right, да? Довернув горизонтальную плоскость на один клик влево, что привело к попаданию в десятку, группа принимает решение, что достаточно. Животное довольно крупное, поэтому пуля ляжет по месту. This one is the first shot. This is second. This is third. Ну, в общем-то, все. Чуть-чуть поправили. Оружие работает, все работает. Здесь надо с патронами чуть поаккуратнее. Всего 40 патронов дали провести в Иран, поэтому мы уже 30% клацнули. Не 30-20. Да, осторожно с патронами. Когда чуть-чуть белый и потом черный, это красный баран. Осторожно, когда Амир дают информацию, это очень нужно. Без информации мы же не стреляем. Да, хорошо. Спасибо большое. Без информации мы не стреляем. Safety is number one. И снова мы пересекаем город Мехдишехр.
любуясь местным колоритом из окна автомобиля. Группа движется к месту охоты. Большую часть высоты мы будем набирать на автомобиле. Это не может не радовать. Ключевые слова в горной охоте – это экономия сил и времени. Горы и ситуации бывают настолько непредсказуемы, что нужно быть готовым ко всему. Приехали, я так понимаю, на место охоты. 2 барана есть, говорят. Были на разведке вообще. Понимаю, собираем вещи и в дорогу. Горы так по виду не очень сложно. معصوم بله بله کپ نمی کنید رفته بود دستشویی Там есть 3 группы. Есть транскаспийский баран, есть тоже красный баран. Вы знаете, когда он сказал стрелять, вы будете, пожалуйста, стрелять. Да, Это да. нужно. Понял. Спасибо. Спасибо. Много раз вместе, поэтому нужно посмотреть. Сефид, пожалуйста. Хороший охот. Израфиль переживает. Его егеря сообщают, что нашли большую группу животных, где красный баран и транскаспийский уриал находятся вместе. Нужно быть очень внимательным при выстреле. Есть 3 группы. 3 группы. И красный, и транскаспийский вместе двигается. Мы видим группу самок и самцов, которую наблюдали рано утром. Сейчас мы подобрались ближе, и теперь мы проверим позицию животных, а затем найдем лучшую позицию для стрельбы. На севере Ирана, в горах Эльбурс, там, где и находится наша группа, можно встретить сразу 2 вида баранов – транскаспийского уриала и красного барана. Красный баран – это гибрид, получившийся при смешивании транскаспийского уриала с чистым армянским муфлоном в западной части гор Эльбурс. Все эти виды могут жить в разных условиях – от жарких сухих пустынь до холодных горных районов на высоте до 5000 метров над уровнем моря. Потихонечку поднимаемся. Ближе и ближе бараны. Непонятно только, группа крупных или мелких. Видно только самых. Но надеемся, что крупные. Плохо, конечно, ветер в их сторону. Ветер, конечно, не очень. Кругом самки. Группе приходится огибать пологие и открытые места.
Стоит только одной самке заметить человека, она тут же начнет издавать звуковые сигналы об опасности, и все животные тут же скроются за горизонтом. Скрытность – важная составляющая любой охоты. Группа вышла на хорошую позицию. Животные, почуявшие посторонний запах, медленно, но верно отдаляются от охотников. Нужно быть максимально осторожными. Выбрав трофей, охотник ждет, когда животное остановится в хорошей позиции. Да, хорошая позиция. Very good. Amir bir kenar, Amir bir kenar, Amir bir kenar. Excellent shoot. 750 метров. Четко. Excellent shoot. Very good. Good man, good. Haydi çok adamlar خیلی خوب بود. دست شما درد نکنه. Фух, начало хорошее. Честно говоря, جانم не успел даже перенервничать, даже как-то. Быстро как-то получилось. من که جدی ام با شما نه آقا جان بدون بخند. Супер. Вы точно знаете, о чем мы только что говорили, про расстояние 700 метров. И именно поэтому вы подстрелили животное с такой дистанции. Идеальный выстрел. Поздравляю Спасибо. вас. Спасибо. Очень хорошая работа. Хиран, Химур. Very, very quiet, very спокойно, да. Это очень хорошо, что никто не подгоняет в группе. Понимаешь, то есть, как бы, обычно, знаешь, бывает, приедешь, начинает вот Раньше, знаете, вы сделали при скаутинг и тоже мы говорили с наш PH. Спокойно, у нас есть времени, поэтому слава Богу, сейчас Слава Богу. у нас есть результат, хороший результат. турок. О, красота какая. Я скрестил пальцы. Вау, смотрите, это первое попадание. Затем пуля проходит в шею и снова попадает в рог. Давай вот чуть повыше. Yes. Добыли только что красного барана, очень быстро получилось. И только, можно сказать, утром сегодня прибыли в этот регион и уже в обед добыли шикарный трофей красного барана. Очень крупная особь, порядка 11-12 лет. Стрелял, получается, где-то 740-750 метров. Хороший точный выстрел. Супер красивое животное, невероятно большой самец. В общем, Иран, как всегда, радует. Всегда приятные люди, всегда красивые горы. В общем, долгожданный. 2 года мы ждали, не было лицензии. Вот появилась лицензия, и нам повезло. В общем, добрались мы и сразу же в первый день добыли красного барана. Красный баран вообще невероятного. Ни на что не похожее животное. Очень красивое, большой бородой.
Такой прям маститый баран красный. Эмоции счастьем переполняют, как это обычно бывает на горной охоте. Первый трофей, первый день, Иран, солнце, люди. Удивительный случай на охоте стрелковый. В общем, я стрельнул, попал в этот рог, пробил шею и второй рог еще кусок отколол. Раз такое. В общем, сейчас собираемся, домой отдыхаем и завтра за Транскаспийским Уралом. Доброе утро. Второй день в Иране. У нас в этом месте еще запланирован Транскаспийский баран. Вчера добыли красного. Быстренько справились, повезло. Бывает такое, что 2 дня подряд везло, но вчера повезло. С утра удивительный сюрприз. Встречаем Широкого Евгения. Вот как оно бывает. Наш был в таком месте, раз пути пересеклись. А вообще, жизнь охотничья, вообще жизнь удивительная штука. В общем, готовы, солнышко, Иран, люди, охота, бараны. Всем доброе утро. Немного холодно. Нам так повезло, что в последние дни шел снег, но сейчас погода фантастическая. Вы знаете, что температура становится все выше, поэтому мы планируем посетить то же самое место, но в другой локации. Название местности в Семнане, название которое находится в провинции, известно как Джашлу-Бар, который находится позади меня, а затем мы отправляемся в другую локацию, чтобы найти второй трофей – успешной охоты. Мы все надеемся на Денниса, и мы помогаем. Вы знаете, параллельно с походом в горы добиться наилучшего результата сегодня. Давайте посмотрим, как это происходит. С новыми силами группа охотников отправляется на разведку в горы Семнана. По пути в горы к нам присоединяется машина с инспектором заповедника и полицейским. Набрав высоту, количество снега на грунтовой дороге увеличилось, и тут же начались первые сюрпризы. Вчера группу разогнали. Сейчас смотрим. Либо новую, либо, может быть, за вчерашней попробуем пойти. Она осталась. Примерно понимаем, где она осталась. Может быть, туда пойдем искать ее. В общем, начинаем охотиться. یکم بیاییم وسط پیشمون عمرسیه که اون زیر پا رو قشنگ نگاه کنی. Там есть 2 группы животных, которые просто проверяют нас сверху. Если мы пойдем в долину, то они передадут новости по всей территории. Нам нужно дождаться, когда они пройдут и перейдут на другую сторону, тогда вся область будет безопасна для нашего подъема.
Взяли костер, разожгли. Говорит, что потом разговариваем, здесь животные рядом. Костер разожгли, греемся. ای دل چو زمان می کند غمناکت ناگه برود ز تن روان پاکت در سبزه نشین و خوش به زیروزی چند زان پیش که سبزه بردمد از خاکت. Здесь говорится, знаете ли, речь идет о душе. Вы знаете, что с вами происходит что-то печальное, а затем вы в конце концов умрете. Но лучше быть осторожным, прежде чем умереть. Лучше знать, что произойдет. Когда вас кладут в могилу, тогда вырастает трава. Прежде чем трава вырастет на вашей могиле, отправляйтесь на природу и наслаждайтесь природой, и посидите на траве, прежде чем это случится с вашей могилой. Это я понимаю, костер. Раскочегарили. Сразу все сухо, даже горячо, поплавилось все. Молодцы. Ну сказали же, не боятся живот. Ну не боятся, значит не боятся. Умерла так умерла. Полнейшая тишина, успокаивающая сердце. Приятная усталость давит на ваши веки. Чистейший горный воздух заволакивает легкие. После теплого костра и вкусного обеда полуденное солнце слегка припекает. Половина группы засыпает. Не очень заканчивается день. Целый день просидели на горе, ждали группу. Группа была далеко, и выйти к ней, подойти поближе было невозможно. Спустилась пониже. Большая группа, но только красный баран. Транскаспийского ареала нету, но и подойти тоже близко не получается. Но, в принципе, можно было пробовать. Где-то 800-900 метров пробовать стрелять, но транскаспийского ареала нет. Территории не так много, его больше красного барана. В общем, спускаемся вниз. Уже бесполезно здесь что-то искать. Будем завтра переезжать на другое место. Это же горы, только с той стороны будем заезжать. Будем пробовать там найти этого ареала. Вчера надо было, наверное, первого стрелять. У ареала было их 2 штуки. Ну, уже что было. Хоть красный баран есть. В общем, не очень пока история. Но надежда еще пока имеем. Спускаемся вниз, отдыхаем, силы бережем. Завтра уже будем пробовать добраться до ареала нашего. Что это? Неужели охотничья удача покидает охотника? А казалось бы, как все начиналось. Первый день, первое восхождение и сразу трофей. Как же нелегко возвращаться без добычи. Время идет, группа движется в сторону города. Может, нашим друзьям из России повезло больше? У нас вообще, блядь, бегают только вот такие рожки. Не, у нас красные были, но далеко, но блин, ну сюда. Конечно, далеко. Ну ты на какой дистанции стрелял? Я не стрелял сегодня. Нет, вчера. 730. А, ты вчера 730 пальнул? 730 я стрелял. Точно, а мне что-то в голове 400. Не, 740 даже, там почти 750. Да ты молодец. 730 отбил. Ты молодец.
соревнования групп. Кто из русских команд первый стреляет? Доброе утро. Сегодня третий день в Иране. Вчера не получилось добыть у нас транскаспийского уриала. Сегодня попытка номер 2. Ну, немножко чувствуется, что будет сложновато дело с этим уриалом. Не так много его. Красного барана много, а транскаспийского уриала немного. В общем, пока все хорошо, и пока еще настроение хорошее. Очень надеемся, оно не испортится сегодня. Но будем заезжать сегодня с другой стороны гор, пробовать добыть. Ну, охота есть охота. Конечно, приятно, когда ты каждый день выезжаешь на охоту, каждый день что-то добываешь. И как только идет что-то не так, один день не попал или не нашел ничего, конечно, настроение так падает. Если там второй, третий, конечно, совсем тяжковато получается. Ну, верим, надеемся и ждем на успешное завершение сегодняшнего дня. But all together, female and male together, да? Yeah. Самки есть, самцов не видно. На самой макушке стоят. Блин, как тяжело здесь подойти. Очень такие пространства. Зверь так хорошо видит. Очень тяжело подобраться. روز من بی تو عزیزم حتی خورشیدم نداره نگو که باور نداری عاشقم عاشق خسته نگو که Да, какие-то суровые края заехали. Даже наш Вазик не может проехать. Поохотились. Все, пошли. Она не вытянет, она по асфальту не может ехать. Поохотились, называется. Теперь дай бог вообще просто выехать отсюда. Ничего себе. Шайтан машина. روز من بی تو عزیزم حتی خورشیدم نداره نگو که با Короче, надо идти. Не знаем куда, но посмотрим. Очень надеемся. Очень. Машины пройти выше не могут. Начинается подъем в горы. Это уже второй день поисков транскаспийского уриала. Каждый пройденный километр в горах можно сравнить с 5 километрами по равнине, а то и больше. Один перевал, второй, и все время на пути попадаются только самки муфлона. Я думаю, снег — это не проблема. Плохо, когда скалы.
А снег — это не проблема. Одна группа маленьких бродит. We will rock you. Никого нету. Хорошие места. Много травы. Много следов. Но никого нету. Это печально, конечно. Просто идите прямо вверх. Там есть кусты и линия без снега. Да, хорошо. Так что забудьте о линии без снега. Внутри этих кустов, под этими кустами, вы можете увидеть животное. Самки. Самки, маленькие самцы. Опять неудача. В общем, идем дальше. Уже с очень маленькой надеждой. Поиски продолжаются, но усталость берет свое. Небо затянуто тучами, на высоте поднимается ветер и становится очень холодно, а одежда еще не успела просохнуть. Сидеть в зайситке без костра просто невыносимо. Группа старается держаться ближе к скалам, чтобы согреться. Не знаем, что делать. Ребята, так понимаю, тоже не знают, что делать. Нету من بهت میگم آقا اونجا گردن گل شکار بده بالا سرتونه تو گفتیم ما خودمون دیدیم توش میشودن آب شکار وقتی اونجا هست توی این Очень مجمع плохо. It's same group when we go. It's female. Да, та же группа, когда мы шли сюда, она там была самки. Проблемы тут с самцами, конечно. Знаете, у нас много трофеев. И я имею в виду просто группы, которые вы можете найти здесь, в горах. Потому что у нас достаточно травы, и им нужна вода, поэтому они просто поднимаются на холмы. Мы старались изо всех сил, чтобы найти лучший трофей, но, к сожалению, мы не нашли нужный трофей для выстрела. Завтра мы вернемся, и на 100% уверен, что на другой части горы мы определенно добьемся успеха. Мы увидим успех завтра. Что тут скажешь? Молодцы, ребята. Быстро спустились. Вот что тут? Закончили третий день. Очень неудачно. Уже второй день неудачно. Мы даже не видели транскаспийского ареала. Так, конечно, надежды, скажем так, уже практически ниже плинтуса. Завтра еще раз попробуем, я думаю, завтра, если ничего не получится, будем дальше передвигаться. Потому что перспектива нулевая. Так, если по-простому сказать, печально. Охота, дикая охота. Доброе утро. Четвертый день охоты в Иране. Конечно, уже такой день без надежды. Еще первые, вторые дни таким рвением. Мы вчера облазили все горы. Просто вот все, там остался один закуток.
предположение, что он туда избился. В общем, ни вчера, ни позавчера даже намека на выстрел, не то что намека, мы даже не видели ни одного транскаспийского уриала. Каких-то самок видели, но это все были красные бараны. Короче говоря, конечно, в такие моменты есть моменты в охоте, когда тебе кажется, блин, что ты здесь делаешь, зачем ты приехал, как хорошо дома, дети, семья. Ну, наверное, на контрасте и есть это все смысловая нагрузка охотничья. Если бы сразу раз все получалось, было бы, наверное, пресно и неинтересно. Не сдаемся, вообще не сдаемся. Силы покидают, настроение тоже еле держимся, но ничего, с Божьей помощью, даст Бог, управимся. В общем, выезжаем, сегодня пораньше еще затемно выезжаем, подольше поохотиться, побольше походить, посмотреть. В общем, поехали. Сегодня наша группа решила подойти к горам с другой стороны. По словам егерей, группа, в которой был замечен транскаспийский уриал, которого мы видели в первый день охоты, могла переместиться именно туда. Это наша последняя надежда, ведь время неумолимо идет, а Денису предстоит преодолеть полстраны и успеть добыть исфаханского барана на юге Ирана. Эта погода очень плохая. К сожалению, в эту погоду идет дождь, туман и небольшой снег. Я надеюсь. Это очень свежий, может быть, как раз перед восходом солнца. Знаете, это для нас сюрприз. Я думаю, что это леопард. А также здесь есть следы волков и стервятников. Самый мощный из них был леопард. Эти царапины относятся к леопарду. Смотри. Посмотри на это. Какие следы. Итак, смотри. Вы знаете, эти царапины. Такие оставляет только леопард. Съел нашего транскаспийского уриала. Свежая кровь. Хорошая новость, что у нас в округе есть леопард. Вы знаете, мы называем их плотоядными. Знаете, давайте представим, что у барана есть детеныши, да? Первый ребенок для следующего поколения. Второй детеныш нужен для обеспечения достаточного количества плантаций и системы водоснабжения. Это означает, что экосистема тоже в порядке. А третий детеныш всегда предназначен для хищников. Если у беременной мамы есть 3 ребенка, то третий ребенок, я имею в виду просто малыш, всегда предназначен для хищников. Это хорошая новость, что у нас здесь есть леопарды. Тогда популяция дикой природы, я имею в виду животных, живущих здесь, становится все больше и больше. Таковы законы дикой природы. Это нужно знать. Это самый верхний. Ты видишь? Нет. Есть 3 дерева. 3 дерева на вершине. Нет, не на вершине. Я вижу. Ты должен видеть 3 дерева отсюда. Надо раньше приезжать, они питаются. Это маленький, небольшой баран. Дальнюю дорогу, на дальний кордон пойдем сегодня. Посмотрим, кто там.
Кого там нет на дальнем кордоне? И снова вверх. Накопившаяся усталость, плохое направление ветра. А тут еще и леопард наследил. Настроение у всех не самое боевое, но надежда найти трофей не покидает. Много животных сегодня. Но это не самки. И маленькие самцы. И все красные бараны. Вообще он есть тут или нет, это Транскаспийский. Первый день только видели и все. Ай-яй-яй. На этой позиции лучше просто подождать, потому что здесь очень много групп, и они наблюдают за нами. Если мы пойдем, и они увидят нас, они отправят сообщение другим животным. 5 минут ждем здесь. Они просто проходят мимо. Поднялись на горку, прошли все ущелье, видели, наверное, голов 200-300. Самых маленьких самцов, ни одного достойного самца не было. Мало того, ни одного транскаспийского вариала мы не видели. Хотя они там похожи, но это все были красные бараны. Короче говоря, я так понимаю, что у нас добыть шанс практически нулевой. Поэтому надежда утеряна. Все. Бля, еще нашли группу. Вроде есть более-менее самец. Все, начинаем подходить потихонечку. Сильно большой зверь, но трофейный. Сейчас нам нужно большой барсбашок сделать. Эти все горы громадные. Долгий путь. Короче, не спускаемся на деревья, а потихонечку пойдем. И нас сами зовут. Мы подобрались близко к животным. И вечером мы поедем в отель. С трофеем. Вы увидите. Дела пока не очень. Но появился маленький шанс. Хорошо ветер. Все. Стойте здесь, я пойду проверю. Очень близко, 270 метров. У нас есть группа из 8 самок и самцов. И есть очень молодые внутри группы. Но тех, что мы видели ранее, немного ниже.
Нам нужно подождать. Или я просто пойду и, может быть, найду правильную позицию, или спущусь и проверю, есть ли нужный нам баран. Пойдем за горой, пойдем. Такая большая расщелина, не очень удачно, конечно. Две самки, а самец маленький наверху. Сейчас надо попробовать обойти, может быть, они внизу. Не можем найти самца. Очень сложный рельеф. Такая штука рискованная. Подойти очень сложно. Ладно так, уже все на деле. Братишка, он стоит в одной кофточке и в жилетке. Я даже летом так не хожу. И еще колу положил в лед, ну, чтоб попрохладнее было. Кто колу пьет тепло. Самца не видно. И уже вечереет, снег начинается. Короче говоря, беда. Беда, конечно. Сегодня по-любому возвращаться будем. Переезжать за Исфаханским бараном. Дальше посмотрим уже. Если найдут, может быть, вернемся. А так, конечно, неудача, конечно, с этим транскаспийским. Но на все воля Божья. Смотри. Твое направление должно быть таким. Смотри, смотри. Он не последний, смотри в группу. Они бегут. Попробуй поднять выше. Вот, первое животное собирается лезть на скалу. Я не вижу, где животное. Я не вижу. Готовься, другое. Я проверю животное. Побежали. Влево. Так, самец внизу, под камнем. Ага. Вся группа на вершине горы. Смотри, вся группа. Все, финиш, да? Все. Bad position. Bad position. Very bad position. So sorry. The weather very bad. Very I bad don't position. Когда
Очень плохо лежал, надо было лечь, хорошо, не торопиться. Момент. Выходит. Да, бывают такие моменты охотничьи. Очень плохо лежал, конечно, очень плохо. Перед выстрелом еще этот самый телескоп запотел. Погода, конечно. Жалко. Такие тоже бывают моменты. Oh boy. Как видите, из-за погоды мы прождали почти 40-45 минут. Шел снег, и был настоящий туман. Просто ничего не было видно. Едва прошел туман, мы сразу же заметили животных в 270 метрах. Или что-то в этом роде. Положение было очень плохим. Мы пытались разобраться с этим, чтобы найти животное. Наконец, когда мы нашли животное, оно начало двигаться. И это была трудная ситуация — найти правильную позицию для стрельбы по животным. Но в конце концов он выстрелил. Но в любом случае мы испробуем все наши возможности. Фух, бывает такое в жизни. Бывают счастья, бывают грусти. Охота. В общем-то, наверное, мы все на охоту за этим и приезжаем. В первый день, через 2 часа добыли, не было столько радости. Ну, казалось, как обычно. Еще 4 дня пробегали, сегодня еще промазал. Ну, ладно, все это бывает, у всех бывает. И сегодня было принято решение, у нас еще исфаханский баран, мы переезжаем сейчас в Исфахан, сейчас всю ночь едем, завтра с утра охотимся на исфаханского барана, пробуем его там завтра, послезавтра добыть, и после этого обратно возвращаемся сюда и пробуем еще раз охотиться на транскаспийского уриала. За это время как раз порой там завтра, послезавтра ребята выйдут на разведку, просто мы уже там все облазили, все территории, попробуют найти его, и как раз к нашему приезду попробуем его добрать. Ну, опять же, если получится. Как говорят, здесь иншаллах. В общем, очень уставшие, очень поникшие, практически сдавшиеся, но не сдаемся. Не сдаемся, едем за исфаханским бараном, там немножко полегче, как они говорят, хотя на дикой охоте полегче что бывает. Бывает только повезло, не повезло. Поэтому немножко разбавить настроение исфаханским. Мы очень надеемся, что будет время и вернемся еще раз за транскаспийским уриалом. Dennis, we will have trophy tomorrow, Dennis. If not, you have a nice trophy. They can shoot me. To be happy for tomorrow morning, it's just dancing. Вот смотри. Ох, у тебя там все электронно, ёба. I see. Капут. Короче говоря, непонятная история.
Мягко говоря, катастрофа.